Здравствуйте, уважаемые коллеги! Пожалуйста, убедитесь, что вы находитесь в помещении одни или исключительно в кругу сотрудников Classify Skylab, имеющих уровень доступа не ниже 3-го. Спасибо. Hello, my darling, с вами Симона, и мы с вами начинаем наш новый простите, конечно же, проект, который у нас называется «Чудо-ребенок». Сейчас мы видим нашу первую пару родителей, которые будут бороться у нас за звание чудо-родителей, наверное, или что, я не знаю. В общем, они будут пытаться вырастить самого крутого ребенка. Они уже в ужасе, на самом деле, но я очень надеюсь, что они это не из-за нашего проекта, а все-таки из-за грозы. Куда ушел отец этого семейства? Ну, конечно же, здесь ему намного спокойнее. Что хотелось бы отметить? Я их поселила пока на пустые участки, объединила их как бы по парам, как мы с вами, собственно, и планировали. Если вы, кстати, не видели прошлое видео с подробным инструктажом для сотрудников нашей секретной службы Classified Skylab, то, пожалуйста, переходите по подсказочке, ознакомьтесь, потому что без этого абсолютно просто невозможно отслеживать этот эксперимент. Я себе, кстати, уже приготовила тетрадочку, в которой я буду все записывать, но я, честно сказать, думаю, что сегодня нам это все не понадобится. Нам сегодня, дай бог, заделать 3 детей. Или сколько там получится, хрен его знает. Я их объединила уже по парам и сделала им бюджет. Общий их бюджет должен быть по 22 тысячи симолеонов у каждого. Этот участок стоит 2000 симолеонов. Общая сумма у них бюджета 22 тысячи. То есть за 2000 они купили участок, 20 у них еще осталось. Делаем финт ушами и, собственно, переселяем их в другой дом, в Стрэнджервилле. То есть сейчас у нас происходит с вами трансфер до места проведения проекта, потому что каким-то же образом как-то я же должна вам продемонстрировать, как это вообще все у нас получилось и что все у нас легитимно и по правилам. Правила, кстати, тоже я и под этой серией на всякий случай размещу. Точнее, размещу документ вордовский, в котором я все очень подробно описала, еще подробнее, чем даже в предыдущем видео. Господи, вы слышали это? Что это было? Что ж, как я и надеялась. Погода в Стрэнджервилле отличная, но почему-то гром из Ньюкреста все еще доносится до нас. Я не понимаю, как это работает. Забудем об этом. И это их новый дом. Тут стрекочут какие-то животные. Почему-то почтовый ящик торчит прямо в доме. Это очень удобно, надо думать. Я вам сейчас проведу такую небольшую экскурсию. Немножечко этот дом вы могли видеть на фрагменте со строительством в прошлой серии. В общем, тут у нас такая гостиная, простенькая кухонька, ванная. Я уже сама, кстати, не то чтобы сильно помню, что тут и где. Вот тут, например, у нас что? Ага, здесь как раз будет детская, пока она пустая. Ребятушкам нашим еще предстоит заработать на это, на все. А это, собственно, их спальня. Тоже такая достаточно еще пустоватая. Вообще, дом, он такой, типа, как я его называю, дом в полуфабрикате. То есть он как бы есть, как бы заходи да живи, но как бы и, в общем-то, и не то чтобы сильно, так как бы, да. Угу. Ну, в общем, мы все поняли. Я думаю, можно как-то нам с вами попробовать что-то сделать. Вау, вот это... А у нас вообще, Джен Элита у нас вообще не промо. Она такая сразу, не будь дурой. Приняла кокетливое состояние быстренько. И такая... Здравствуйте, мужчина-блондин красивый. А он что сделал? А он рассказывал, шутить про растительность на лице. Ну, он дурачок, он еще не понял вообще, что здесь произошло. Мы с вами сейчас будем как-то пробовать аккуратненько их, собственно говоря, сводить. Говорите мне комплименты. Харлану нравятся комплименты. Ты какой? Ты у меня сразу прямо... Ну и пусть. Каким-то образом, естественно, это все заслуга нашего отдела селекции и отбора резидентов, потому что все эти 6 персонажей по предпочтениям, которые я задала им в кассе, исходя из их каких-то характеров и так далее и тому подобное, они все 6 капец как подходят друг другу. У них прям 100% матч просто у всех. А почему она может уже обольщать? Подожди, куда ты пошел? Вымыть руки, естественно. Ну, вообще-то правильно, на самом деле. С улицы зашел домой, руки
помыл. Слушайте, давайте почтовый ящик все-таки разместим в каком-то более подходящем месте, потому что это какая-то трешанина. Просто модники какие-то живут здесь. Этот домик у меня на самом деле самый любимый. Вообще, я так вот вам признаюсь. Так нельзя, конечно, делать. Ну, наверное, так нельзя делать. Но эта семья у меня пока в любимчиках. Вроде как я их всех 6 создала, я их мать в конце концов. Но ничего не знаю. Почему-то вот эти мне нравятся больше всех. Кто знает, что будет дальше. Почему она может обольщать сразу? Мистер Харлан, вы обольщены? Скажите, пожалуйста. Да! Невдохновляющее жилище. Иди ты в пень, я вам самый лучший дом выбрала. Давай, не выделывайся, пожалуйста. Так, попытка соблазнения. Давайте. Поехали. Главное, короче, это все делать до момента, когда станет у нас доступным зачинание всяческих отпрысков. Глядя в эти красивые глаза, любой персонаж захочет флиртовать. Нет, ну это естественно. Я, кстати, ее еще хотя бы чуть-чуть немножечко поприличнее одела, потому что я же ее создавала молодой. И как-то я подумала, что ну вот в молодом возрасте ходить... она хорошо вот была. А как бы когда она уже такая как бы постарше, как будто бы можно бы и как бы не в левчике ходить, правильно? Ну как бы вот так я подумала почему-то. О, первый поцелуй уже? Прекрасно. Просто вообще, какая красота. Уже можно? Уже можно? Слушайте, это вот у меня какой-то глюк. Те, кто смотрит у меня 100 детей, они знают про этот глюк. Почему-то они у меня никогда не идут с первого раза вот эти вещи делать. А потом они как идут и просто со всей силы это делают 15 раз. Вот сколько я сказала, столько и делают. Все, пошли. Пошло-поехало. Пошло дело. Начинается фестиваль юности. У нас тут свой фестиваль юности вообще-то. Так, ну что ж, вот это пока рекорд, мне кажется. Ну, конечно, для этого челленджа это, естественно, рекорд, потому что это первый раз вообще. Они заселены были в этот дом где-то без 15-10 утра. И вот в 10:30 они уже двигаются к победе, так сказать. Ну, виды здесь из окна, конечно, шикарные просто. Это то, что должно нас сейчас беспокоить с вами. Вам не надо спать, девушка. Вам надо сразу же делать тест на беременность. Слушайте, я не забрала у нее этот коврик для йоги из старого дома. Придется покупать. Она очень любит же у нас йогу. У нее вообще дзен. Ей нужно находить умиротворение там и всякую вот эту всю пафосную тему. Так, пожалуйста, вот это было бы сейчас просто бомбически, если бы она сейчас забеременела. Конечно, посидим в телефоне. Нас же не интересует, что происходит у нас в животе. Нет, не беременна, может, в следующий раз. Так, ну что ж, как бы, чтобы все у нас были в равных условиях, каждому, естественно, дадим по одной попытке. Так, это у нас наши вторые участники. Тоже пока их не снимаю с паузы, потому что они сейчас в панике разбегутся просто. Эдвард у нас работает секретарем, а Дакота у нас преподавательница, как я лично понимаю, в старшей школе. Может быть, и не в старшей, хрен ее знает. В общем, она учительница. Мы их, значит, точно таким же образом переселяем в другое место. Ну вот вы и дома. Опять же, обращаю внимание, 100% матч, просто прекрасная совместимость. Опять же, небольшой такой экскурс по дому. Что, вам здесь тоже почтовый ящик поставили в квартиру. Вот, значит, тут у нас небольшая гостиная. Он снаружи такой весь красненький, опасненький, конечно, этот домик. Но внутри он очень зелененький, тут много всяких цветов. Дакота у нас очень любит экологию и всякую вот эту тему. Это у нас будет, ну я надеюсь, что это будет у нас самый экологичный дом. Думаю, Дакота об этом позаботится. Простенькая ванна и, естественно, вход в пока еще пустую детскую. Главное, чтобы пусто сегодня не было вот здесь. Простите, пожалуйста. Давайте начинаем, значит, флирт. Вот у них, конечно, совсем мало денежек осталось. 282 миллиона. Оу. А тем временем Стрэнджервиль встречает нас сразу же
вот этими приколами. Ну а что? Нормально. Можно дерзко заигрывать, раз мы такая уверенная женщина стала. Можно еще спросить про романтические предпочтения, но я думаю, в целом мы как бы в курсе, да, что... Столько анкет человек заполнил, мы что, не в курсе, что ему там нравится? Так, он там смешную историю решил рассказать. Ну, потому что Эдвард у нас такой знаменитый шутник, знаете, что-то типа Чендлера в «Друзьях». Вы будете... О, первый поцелуй, слушайте, они, мне кажется, еще резвее даже, чем первые. Кстати, каким-то образом так у меня получилось как-то их создать. Я вроде на них напяливала какие-то скинтоны, но сквозь них нормально проглядывают вот эти вот возрастные морщинки. Ну, то есть по ним видно, что им может быть побольше, чем 20 лет, да? А то вечно напялишь какой-нибудь скинтон, потом Сим взрослеет и стареет уже, а ему пофигу, ни морщин, ничего. Так, орлы! Сейчас вас орлы унесут! Где вы? Уже унесли! Оп. Давайте просто поцеловать, например. Поцеловать руку, например. Во, уже можно, уже можно! Так, я держу за вас кулачки. Скрестила все пальцы рук и ног и всего остального. Все, давайте. Можно быть беременной. Пожалуйста. Она беременна! Так. У нас пока есть победитель. Она пошла сразу ему говорить, походу. Он рад или нет? Ему пока вообще пофигу. Ему просто понравилось вот это вот все действие. Ну, в целом, окей. Так, теперь займемся третьей семьей. А вот и два наших остальных прелестника, которые мне тоже капец просто как нравятся. Господи, какие же они замечательные. Естественно, я вам напоминаю, что Бэр у нас и на прещенец. Я, честно сказать, вообще не представляю, что сейчас будет происходить. Представляет только вот этот долбанный почтовый ящик. Опять же, проводим с вами небольшую экскурсию. Опять же, гостиная. Телевизор, кстати, есть только у последних двух семей. У моих любимчиков телевизора нет. Ну, потому что у них сам дом дороже. И чтобы как бы втиснуться в 22 тысячи симиллионов, мне пришлось отказаться от такого излишества, как телевизор. Это у них, значит, даже есть дверь во двор. И у них больше всего денег даже осталось, между прочим. Здесь у нас никаких входов нет. У нас и здесь вот, по-моему, ванна. А, нет, здесь у нас детская пока еще пустая. Здесь у нас ванна. Планировка у ванных в целом примерно одинаковая. Я вот ее так сделала. Да вроде бы хорошая такая, знаете, планировочка. Достаточно удобненькая. И вот такая вот спаленка. Тоже не то чтобы до конца доделанная. Но ничего, как говорится, Москва не сразу строилась. Но вообще домик достаточно модненький. Я так думаю, что выбирала его Лакиша. Это прям, мне кажется, очень в ее стиле. А Бэр такой, ну, я вообще не знаю, как земляне тут живут. Может быть, все так живут. Мне, в общем-то, пофиг. Мы идем вот эти все делать штуки. Давай, инопрещеленец, подкатывай к нашей красотке. Почему-то она... она параноик. Ей будет очень тяжело в Стрэнджервилле жить. Так, прекрасно. Теперь вот вы, девушка, что-нибудь уже сделайте. Бэру нравятся шутки. Ой, ему нравятся земные шутки. Это так мило. Давайте оставим. С тобой так интересно. Мне очень нравится проводить с тобой время. Надеюсь, и тебе со мной тоже. Подлизываться можно. У нее, наверное, уже как-то за молодость прокачалась обаяница. Да, 6-й уровень. Ну, можно про романтические предпочтения спросить. О, вот это да. Ой, воздушные поцелуи. Ой, ну все, короче, растаял, поплыл мужик. В последнее время Лакиша просто мастерски флиртует. Возможно, в душе она самый настоящий романтик. Подождите. Новая черта характера. Ну окей. Меня привлекают женщины. Ну слава богу. У нас тут уже доступен первый поцелуй. Оп, но вот это... уже и это доступно. Ни хрена вы резвые вообще, чувачки. И сейчас она поймет, что он инопрещеленец. Да хватит, орлы, хватит. А как это? Только что половина была. Все, они это вообще сами делают. Я не контролирую их, мне это не нравится. У него же еще и не было даже вот этого всего-то. Ну теперь было.
Да. Так что ж, ну будем надеяться, что их рвение, оно не пройдет, так сказать, даром, что все-таки оно принесет какие-то плоды. Почему я говорю дебильными метафорами про беременность сегодня? Что, в чем дело? Недавние романтические действия показали, что Бэр пришелец. А интересно, у нее есть какие-то мудлеты на этот счет? Игривый шутник, подожди, игривый шутник, тебе надо вон что сделать. Так, я пока вам могу напомнить, что Лакиша у нас мечтает быть плясателем. Плясателем я иногда мечтаю быть. В общем, она мечтает быть писателем, но сейчас она макросинфлюенсер. Ой, и она тоже беременная. Ой, как замечательно. И сразу тоже пошла рассказывать. Блин, у них такие какие-то типовые дома, что они даже как будто бы в одинаковой мизансцене рассказывают о рождении детей. У мужиков, конечно, уже второй раз подряд очень странная реакция. Они такие вроде типа радуются, но у них уголки губ максимально вниз направлены. Что это такое? Дело в том, что надо сохраниться в любом случае. И раз уж на то пошло, попробуем дать второй шанс семье Ли Манетли. Еще раз попробуем им там что-нибудь сделать. Можно страстно поцеловать. Вдруг от этого дети рождаются быстрее. Кто знает, как работает этот ваш Sims вообще. У нас могут случаться некоторые, так сказать, курьезные ситуации, потому что у Манета как бы существует женщина, с которой у него пока еще отношения лучше, чем с Дженной, с нашей. Но она замужем. И вот как бы это интересный момент. Не исключено, что в какой-то момент она просто появится на пороге и такая: я что-то не поняла. Подбросить жучок? Что? А у него есть жучок? О, у него все есть. У него еще и медалей куча, потому что он же у нас военный, почти сержант. А Дженна Ли, я напоминаю, у нас художник ансамблей, она законодательница мод. А может, хватит? Может, попробуем все-таки зачинать кого-нибудь? Сколько можно страстно целоваться? Прекратите, в конце концов. Давайте. Время уже 2 часа дня. Матка все еще простаивает. В чем дело? Да и вообще они решили такие: ну ладно. Нас там когда-то 100 лет назад просили вообще-то ребенка зачать. Я думаю, пожалуй, да. Что? Персонажу по имени Дженна нравится вести непостоянный образ жизни. Тебя ничто не держит и не тянет назад. Отношения ведь должны меняться, правда? Принять эту перемену непостоянная. А с чего бы это? Типа, чтобы вы понимали, я играла за нее в молодом возрасте, и у нее, типа, последний какой-то чувак, с которым она была, ну, был, типа, капец как давно. С чего вдруг они решили, что она теперь непостоянная? Ну, пусть будет, чё. Я на все согласна. Сработало! Она беременна! Ну, они, конечно, оригинальные. Они хотя бы, чтобы поговорить об этом, сели на разные стороны кровати. Ну, вот такие вот странные чувачки. Слушайте, ну это просто, я считаю, это достойно сохранения, во-первых. Это гениально, что мы с вами в первый день всем все организовали. Чем я предлагаю заняться? Этот день мы посвятим, ну, остаток дня, мы посвятим им. Я думаю, что это у нас будет пара номер 1. Ну, не в смысле, конечно, что они у нас будут на первом месте, хотя кто знает. Посвятим этот день им, их работам, что они тут хотят. Необходимо прокачивать навык писательства, но у нас для этого ни хренища нет. Так, чтобы достичь душевного равновесия, читайте книги о здоровом образе жизни, слушайте New Age и музыку для концентрации внимания, или зажигайте ароматические свечи. Это интересно. По-моему, мы ни разу с ней еще за ее молодой возраст ничего такого не делали. О чем хотелось бы сразу поговорить. Харлан наш не такой простой человечек, чебуречек, чечек, как вам могло бы показаться. Хотя, я думаю, мало кому так показалось. Не просто так он захотел участвовать в этом эксперименте. У него есть вот такая вот жизненная цель. Тайна Стрэнджервилля. Очень человечка смущает, что же, в общем-то, происходит в его родном городе. Какого хрена все жители такие странные? Что тут вообще? Что за ужас тут творится? Он хочет изучить там тайную эту лабораторию. И он может, в принципе,
принципе, аккуратненько поговорить со своей новоиспеченной возлюбленной о своих каких-то вот этих вот штуках. Я только не понимаю, где это теперь у нас находится. Жалобы, не жалобы, глубокие это мысли или не очень. Поговорить про Стрэнджервиль с 5 персонажами. Ну вот с ней мы еще не разговаривали про Стрэнджервиль. Короче, я, наверное, в этой серии уже не найду. Если вы знаете, где теперь лежит это вот действие, пожалуйста, пишите мне в комментариях, потому что эти разработчики, они просто мне покоя не дают. Я так вот думаю, что я бы хотела... Почему-то я бы хотела, чтобы у них родилась девочка. Не знаю, почему-то мне так хочется. Поэтому я хочу купить колонку. Вот. Такая крошечная. По-моему, надо смотреть, слушать, точнее, поп-мьюзик, чтобы у нас родилась девочка. Кей-поп. А кей-поп можно слушать? Мне кажется, на кей-поп девочки тоже клюют, нет? Они так сразу на свет от софитов идут, нет? Потом можно и New Age послушать и прийти к равновесию. Потом там заработаем уже на какие-нибудь ароматические палочки. Что у нас по поводу работы? До работы 19 часов, тут у нас все действия завершены. Тут до работы 16 часов. Отправиться на пробежку всего лишь-то надо. Ничего себе ты модник. Господи, как здорово, когда ты очень давно создавал персонажей. Мне очень нравятся звуки природы в Стрэнджервилле. Просто это типа, какой уже проект у меня по Sims, и я первый раз обращаю вообще внимание на то, что окружение какое-то существует у нас здесь. Он же может, кстати, как раз на пробежке посмотреть на вот эти вот все штуки-дрюки, что это за растения такие. Наверное, он был ребенком и помнил какие-то времена, когда этих растений в Стрэнджервилле не было. То есть они должны у него вызывать какие-то подозрения, правильно? Подождите, а можно как-то попытаться... Блин, так давно я проходила сюжетку Стрэнджервилля. Попробовать поговорить с Тедом. Красота, ела красота. Добро пожаловать в Стрэнджервиль. Так, давайте посмотрим на необычное растение. Так, мы Теда, конечно, зря тормознули, я так понимаю. Все, он вспомнил про свои дела, дальше пошел. Молодец. Ну и сфотографируем, собственно, это растение тоже. Они, по-моему, у нас где-то здесь будут храниться. А, еще, кстати, пока он был в молодом возрасте, он жил уже тоже в Стрэнджервилле. К нему приходили уже странные люди в костюмах и бросили какую-то странную записку. В этом холодильнике найдены следы инфекции, мы конфисковали его для дальнейшего изучения. Пожалуйста, не приближайтесь к тайной лаборатории. Хорошего дня, с любовью, ваши тайные агенты. Новые соседи заходят, чтобы поприветствовать. Они дома, господи, они там с нашей беременной женой. Блин, они же вообще эти, нестабильные чечики-то. Вот они, етить, колотить. Так, парень, иди домой. Я не выпущу к ним беременную жену, идите лесом. Вот у нее, кстати, скинтон, который не дает пробиваться морщинкам сквозь него. Знаете ли, я считаю, для азиатов это достаточно типично. Причем я, кстати, слышала предположение, якобы острая еда, которая очень в ходу в Азии, она типа как-то замедляет старение кожи, делает ее там более упругой. Это все, конечно, может быть домыслами и неправдой. Я не диетолог и не дерматолог и никто там. Это просто говорю, что я слышала. То есть есть такое предположение, что в азиатских странах люди больше едят острова, и якобы именно из-за этого они выглядят моложе. Но я, честно сказать, думаю, что ни хрена не из-за этого. Короче, я считаю это логично. Зачастую азиаты действительно выглядят моложе своих лет, и вот как раз Дженна у нас такая и есть. Моя прекрасная девочка, такая замечательная, веснушчатая чуть-чуть даже. Люблю, не могу. Тед, мы с тобой поговорили вообще не для того, чтобы потом... Вкуси плод матери и познай спокойствие. Судя по вам, вы плодов нажрались, конечно, уже нормально. Давайте попробуем с ней поговорить. Красота. Давайте подбросим вот ему жучок. Он какой-то самый подозрительный. Только там, чтобы слушать их, это ж нужна аппаратура. У нас нет на нее денег пока. Но я думаю, в дальнейшем у нас Харлан у нас на все заработает. Что там с жучком-то? Кевин О'Тул не заметил, как ему подкинули жучок. Воспользовался
пользуетесь подслушивающим устройством. Может, Кевин О'Тул скажет что-нибудь важное. Ой, посмотрите на того Кевина. Я думаю, он ничего важного не скажет вообще. Давайте попробуем сделать акстись и вообще отправим их всех домой. Харлан, он походу так обосрался от этих очень странных чечиков, что он просто вообще... Он как лягушка просто притворился, что он не дышит даже. У меня первый раз вообще такое. Примкни к нам в кратере. Подождите, а в каком кратере? Кратер это там? Или в кратере как раз, по-моему, находится тайная лаборатория? Но это не точно. Так, что-то мне начинает казаться, что я зря все это сохранила. Ну, попробуем сейчас перезапуститься маленько. Может быть, что-то изменится. Пожалуйста. Все нормально, ты отвис. Какая красотища. А почему отправиться на пробежку только начато? Ты вот это сделал? Ты не посмотрел на необычное растение. А что, фотографировать можно только одно? Это необычное растение светится, как будто находится под контролем другого создания. Такое ощущение, что внутри него что-то растет. Тогда отправляемся на пробежку еще раз. Хочу еще, кстати, посмотреть, как он марширует. Он же еще наверняка в форме будет на работу уходить. Мужики в форме! Девочки, держим себя в руках, да? Угу. Мы опять оставили беременную жену просто с какими-то очень странными чуваками в доме. Надо еще как-нибудь побеседовать с какими-нибудь чувачками, которые тут в этих в шапках ходят, инопришеленских. Ну и тут вот еще идет красавица. Ты еще и обгорела, что ли, я не пойму. Потому что надо поменьше по солнцу открытому ходить вот этой своей походой. Вот кто марширует-то, кстати, на самом деле. Так, послушала это, давай послушаем New Age теперь, чтобы умиротворение, чтобы получить... О, прелестные мелодии, ничто так не приободрит, как прекрасная музыка. Надо еще пару, может быть, книжечек каких-нибудь купить по душевному равновесию там и всякому такому. Перегрев. Ну а что я сделаю? Блин, тебе надо бегать. Создать что-то неплохого качества. У нас нет столярного стола. Вкусное блюдо, например, сделать. Ну попробуй. О, выполнилось. И сразу и пожрать решил. Блин, еще, кстати, вот интересно, она очень любит йогу. И я вот думаю, может быть, не очень-то дорого будет купить ей коврик. Ну вот есть за 125. Вот это, кстати, хороший цвет. Я думаю, йогой же... Нельзя? А кто сказал, что во время беременности нельзя заниматься йогой? Ну, можно принять асану. 2. А она будет так достигать умиротворения? Блин, еще ей потом прикольно сделать вообще какой-то уголочек для медитации. Вообще было бы круто. Ну, то есть вот так ноги задирать можно, а просто йогой позаниматься нельзя. Кстати, она у меня тоже пыталась что-то в тренде продать. Подожди, а почему я не могу его надеть? Что значит снять? Во, видите, какой прекрасный наряд мы ей собрали в секонд-хенде. У нее, кстати, по-моему, развиты соцсети. Если она будет продвигать текущий образ, я думаю... Ничего я не думаю, забудьте о том, что я думала. Популярен активный отдых вне дома, не популярен уличная одежда. Ну, понятно, короче, это мы никогда не продадим, но можно попробовать. Поставим какую-нибудь немыслимую цену. 200 тысяч. Похоже, наряды продают за 175. Да мне насрать. Если выгорит, у нас просто будет не ребенок, а вообще просто даже неизвестно что. Это что ли для карьеры у нее одежда? Это максимально странная одежда для законодателя мод, мне кажется. Ну ладно. Мода очень капризная женщина. Что хочет, то и делает. Вы не хотите ли пройтиться? Там, где мельница вертится. Сходите на пробежку, ну еще раз, ну пожалуйста. Вот, отправиться на пробежку. Упражнение на выносливость. Давай. Вообще просто я себе представляю, он такой думает, так, куда я попал? Значит, я пришел. Мы живем с какой-то непонятной женщиной. Она включила умиротворяющую музыку. А нет, сначала послушала попсу, потанцевала под эту попсу, а потом она просто легла под New Age лежать в ванне. У каждого свои способы расслабиться, а кто-то в запой уходил, да, Харлан? Может быть, кто-нибудь все-таки попадется нам еще раз? Ну, не вот эта женщина. Эта женщина, она вообще туда-сюда просто ходит. Она, кстати, военная. А как же ее так перекосило-то, блин, бедненькую? Ой, стойте, стойте, стойте!
стойте. Можно вот говорить про Стрэнджервиль. Вам стоит заглянуть в тайную лабораторию. Ходят слухи, что там творятся очень странные дела. Вы сможете пробраться туда через запасный вход. Вот же он запасный, он не запасный. Там просто кто-то продолбил забор. Вот тебе и весь запасный вход. Мне всегда, кстати, интересно было, почему написано всегда запасный выход, а не запасной. Кто знает, пишите в комментариях. Возможно, я прогуглю, конечно, после этой серии. Возможно, что я забуду. Но вы пишите в комментариях. Мне очень интересно. Всю жизнь было интересно, но не настолько, видимо, интересно, чтобы гуглить про это самой. Чё за бред? Это чьи-то крики? Интересно, что рядом с этим домом. Да будет вам известно, коллеги, именно в этом доме живет доктор Беннет. Очень странно, что я это придумала, и именно рядом с этим домом происходят какие-то крики. А давай еще раз послушаем поп-музыку. Я не знаю, почему я хочу, чтобы родилась девочка. Я, наверное, просто хочу, чтобы она на нее была похожа, хотя Харлан, знаете ли, тоже у нас мужчинка хоть куда. Ладно, давайте оставим все на самотек. В принципе, у них и пацан может получиться просто вау, бомбически красивым мужчинкой. И девчоночка может тоже, знаете ли, всем фору дать, я думаю. Короче, я вот прям была уверена, что я хочу, чтобы у них была дочка, а потом я сейчас такая думаю, сильно же я не повлияла, да, тем, что я просто один раз послушала поп-музыку. Ой, господи, какая красота, он бежит на фоне заката, господи. Почему я до этого ничего не делала в Стрэнджервилле? Почему я только сейчас это придумала? Мне очень нравится этот город. Даже не инфраструктура здесь говнище полное, но вот именно в плане атмосферы, природы и всего вот этого, это просто конфетка. О, все, завершено. Ты можешь идти со спокойной душой принять ванну, например, даже пенную, возможно. Господи, ну просто гляньте. Ядрёна кочерышка. Ну как это? Укуси меня, пчела. Ну, Копатыча включила нечаянно. Ну, короче, блин, это просто, ну что это такое? Так, ну, конечно, очень интересует меня вопрос. Они типа такие капец близкие, они прям, у них капец любовь. Но при этом, кстати, нет совершенно практически никакой дружбы. Они друг другу именно что возлюбленные, но никак не друзья. А знаете ли, мне кажется, что в отношениях очень важно все-таки хоть в какой-то степени быть друзьями. Не обязательно там прям ходить и все время краба давать друг другу. Ну, интересно, у них такая вообще, знаете, мне кажется, связь химическая. Чисто химическая связь между ними какая-то вот такая. Ну, потому что, блин, посмотрите на них. Это вообще законно вообще? Это что? Это что такое? Что ж, потихонечку наш первый день подходит к концу. Интересно, а что вообще происходит у других ребят, когда мы их не видим и ребенка нет еще? Интересно, что они там делают? Между прочим, это у меня, кстати, не свежее сохранение. Ну, почему-то я, короче, подумала, что снова делать в обычном стартовом, стандартном Sims-4-м сохранении будет опять скучно, опять появятся эти Харьо и все остальные эти чувачки, опять начнут меня бесить и все остальное прочее. Я подумала, что будет прикольнее, чтобы меня бесили другие персонажи. И это то же самое сохранение, в котором я играла в взрывоопасную помолвку. Кстати, вот алды моего канала поймут, о чем я. А те, кто еще не в курсе и не знает, что это был за кринж и прикол, вы можете здесь перейти по подсказочке и тоже посмотреть. Сделать что-нибудь романтичное, а это можно устроить спокойно. Можно, например, вот соблазнительно пошептаться с мужчиной. Офигеть, а как мы ей так накопили? Ну, это, видимо, накопилось за молодость. Может, мы даже что-нибудь полезное можем ей приобрести? Растворимая стройность. Самый эффективный диетический напиток на рынке. Может быть, ей приобретем что-нибудь такое. Мне кажется, это кек. Она вся такая блюдет фигуру. И, ну, они же у нас должны быть разными девчонками. Она вот у нас вот такая. Ей нравится таким образом ухаживать за собой. Что я считаю весьма спорным, но это не значит, что я не приемлю таких людей. Я их не осуждаю. Совершенно никоим образом.
Что ты ему по лицу дала рукой? Она хочет целоваться. Целуемся, я сказала. Чё, а вот у вас какие? У вас даже не появилось никаких... Ну, посмотрите, какая женщина рядом с вами, молодой человек. У вас даже не появилось никаких мыслей на этот счет. О, можно взять у него интервью по поводу его безупречного стиля. Хотя он обычно одет. Взять порцию. Вот она покушает. И, в общем-то, я думаю... Пойдем спать потихонечку, мы с вами. Ой, он очень игривый. Блин, меня пугает, короче, теперь вот эта вот стадия игривости, потому что у меня однажды одна симка просто умерла от истерики. Ты хоть посиди с ней, пока она ужинает. Ну, хоть поговорите. Ну, чё вы как не родные? Вы на самом деле вообще не родные, но... Все себя отлично чувствуют. И я думаю, можно направляться потихонечку спать. Что ж, мои господа, коллеги-наблюдатели, именно вот таким образом закончился этот день. И опять кто-то кричит, опять какие-то крики в Стрэнджервилле, я не понимаю, в чем дело. Нет, конечно, мы все понимаем, в чем дело. Но я что-то не замечала раньше, что тут реально люди кричат на улице, причем и днем, и ночью. Это страшно. Какие итоги мы можем с вами сегодня подвести? Тетрадка нам не понадобилась. У нас получилось... Может, это какая-то птица? Я не понимаю, что это за звуки? У нас с вами получилось всем троим заделать ребенка. Это просто шикардосина. Это прям и идеальный, мне кажется, расклад. Они у нас родят в один день и будут в более или менее каких-то равных условиях. В следующий раз мы с вами увидимся с парой number 2. Это у нас Дакота и Эдвард. Почему-то все время забываю, что его зовут Эдвард, потому что Эдвард у меня ассоциируется, сами знаете, с кем. Я считаю, что достаточно было продуктивно. Это уже неплохо, мне кажется, для этого проекта. Спасибо вам большое за просмотр, за вашу работу и наблюдательность. Как всегда, пишите в комментариях свои какие-то выводы, может быть, какие-то примечания, может быть, что-то вы такое заметили в этой серии, чего не заметила я. А пока вступайте в группу, подписывайтесь на плейлисты, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. И помните, невозможное — это наша работа. You